Всем привет! Вы когда-нибудь задумывались, откуда растут многие мифы об вечной отсталости Руси? Вообще, если сравнить сохранившиеся архитектурные памятники Руси и Европы, то большинство скажет, что именно Европа была развита, а на Руси ничего не было, поскольку архитектура это не подтверждает. Просто как будто нет на территории бывшего СССР архитектурных шедевров, как в Европе. А может быть они есть, а мы плохо их искали? А может быть они были, а потом их уничтожили? Давайте обо всем по порядку. На карте Московии 1706 года можно увидеть множество городов, которых сейчас нет, либо города, которые сейчас находятся в другом месте. Говоря другими словами, эти города переехали на новое место. Пропавших городов множество в Ленинградской области. От этих городов остались торфяные болота и остатки опор мостов. Ссылка на видео будет в описании. Сегодня я покажу вам 4 места, в которых пропали города, в 2 из которых удалось побывать. Первое. Город Кусуга в Калужской области. Что за город такой, кто-нибудь знает? Второе. Алексин переехал на совершенно новое место. Раньше он был на слиянии рек Ака и Зуша. Сейчас на месте старого города Алексин числится городище. Третье. Город со странным названием Бедела. Четвертое. Город Рязань, который на карте 1706 года отмечен как руины. Алексин и Кусуга ждут своих исследователей. Может быть и ваших. А вот в Рязани и в городе Бедела удалось побывать. Если посмотреть на спутниковую карту Рязани, то за рекой Ака рядом видны 3 круга. Можно предположить, что это следы от воздушных ядерных взрывов. На местности это просто поле, может быть немного в вогнутой форме. В этих полях растет растительность другого цвета, чем вокруг. Замеры радиации показали за воронкой 10 микрозивертов и всплеск радиоактивности до 35 микрозивертов в этой области. В других воронках радиация была 14-16 микрозивертов. То есть в этой области радиация была в 3,5 раза выше. Много это или мало, можно рассмотреть на примере. Если бы, например, у вас зарплата была 35 тысяч рублей, а вы получили 10 тысяч. Или бензин стоил бы не 42 рубля, а 147 рублей за литр. Вокруг воронок со спутника видны как будто кварталы города. На местности это выглядит как канавы. Пройти дальше не удалось, так как это частная территория. Да и времени, если честно, на дальнейшее исследование не оставалось. Мы ехали дальше. А вообще данная местность нуждается в дальнейшем исследовании. Может быть подписчики, которые живут рядом, помогут нам. Странно также то, что за рекой Ака, вокруг этих воронок почти никто не живет. Нет ни торговых центров, ни заправок, вообще ничего. Только дороги и поля. Что случилось с Рязанью и почему она отмечена на карте 1706 года как руины, непонятно. Пишите свои версии в комментариях. Другой город связан с вятичами. Вятичи имели совершенно неизвестную большинству людей культуру. Они были язычниками. Но этот термин многих коробит, поэтому давайте я буду называть их представителями ведической культуры. Они занимались металлургией, а умерших людей сжигали, собирая золу в курганы. Рядом с Дедилово был курган, который срыли в 70-е годы. Про Вятича есть очень интересная история. Они основали город Дедославль, и этот город был столицей Вятичей. Дедославль указан на картах большого масштаба. На картах мира, либо на картах Европы, либо на картах Московии. Сейчас Дедославль небольшое село, в котором не сохранилось ни одного двухэтажного здания. Куда делся тот большой Дедославль, который отмечали на картах? Я думаю, логично, что село, которое сейчас, его не стали бы отмечать на картах столь большого масштаба. На карте Московии 1706 года указан город Дедилов, а перед ним стоит город Бедела. Очень странное название для города России. Сейчас рядом с Дедилов есть деревня Быковка, и эти села стоят практически рядом. Заканчивается Быковка, начинается Дедилово. Я подумал, а что если раньше здесь рядом стояло 2 города – Бедела и Дедилов? Бедела позже была названа Быковкой, а Дедилов был переименован в Дедилово. Если посмотреть на спутниковую карту, то за Быковкой мы увидим, что вся земля то ли в воронках, то ли в провалах. Вот что видно на месте с квадрокоптера. Не все следы представляют собой воронки, некоторые просто круги, видные со спутника.
Диаметр воронок примерно 30-80 метров. Такие следы оставляет, например, система .У. Я себе. У нас воронка .У. Я приближаюсь к одной из воронок. Честно говоря, она настолько огромная, что я когда увидел ее, немножко удивился. Что это? Реально воронка от какого-то взрыва, либо это руда здесь провалилась, я не знаю, но есть такое огромное количество этих воронок. То ли здесь были шахты, а они все провалились, то ли это были шахты, и эти шахты разбомбили. Я, честно говоря, не знаю. Но судя по тому, что Дедилово сейчас это деревня, село, а Беделы вообще о Беделе, о городе Бедела вообще знать никто не знает, что это такой за город, когда он здесь был. Все-таки здесь, наверное, что-то очень конкретно разбомбили эту территорию. И сейчас от этого всего остались огромные воронки в очень большом количестве. Я сейчас подхожу. Я не знаю, передаст ли моя фототехника глубину вот этой вот воронки. Не знаю, есть ли смысл туда залезать. Потому что на очень крутые края у нее. И потом буду долго вылезать. Так вот просто неожиданно так рядом с полем туда вниз метров 9-10. А может быть и больше. Не знаю, как замерить эту глубину этой воронки, но она огромная. Чем-то напоминает воронку от точки .У. Но здесь еще больше. Просто нечто. Что здесь случилось? Я обошел с другой стороны эту воронку. Иду сейчас по краю. Это нечто. Это одна из самых больших воронок в данной местности. Я залез примерно на половину глубины этой воронки. Показываю вам, как все это выглядит изнутри. Но это еще не все, это не вся глубина. Так вот выглядит воронка в самом низу. Я в шоке, если честно. Я показал эти координаты военному, он сказал, что такое на Земле может остаться только от боевых действий. Кто-то может сказать, что это следы от боевых действий времен Великой Отечественной войны. На карте очередности строительства оборонительных рубежей Московской зоны обороны 1942 года указаны укрепления вокруг Дедилова. А вот, как говорится о хрониках о взятии Дедилова в ноябре 1941 года. При поддержке авиации немецкие части прорвали оборону, захватили Дедилово и продолжили наступление на Сталиногорск и Венев. То есть карта и планы о строительстве рубежей появились уже после боев в 1942 году. В хронике нет информации о тяжелых боях и о штурме мощных укреплений. Предположим, что тут были укрепления, о которых мы не знаем, но могла ли авиация Люфтваффе оставить такие следы? Если поискать информацию, то такие воронки могут оставить заряды с весом взрывчатого вещества, исчисляемого десятками тонн, в тротиловом эквиваленте, либо тактическими ядерными зарядами. Можно выдвинуть несколько версий, а также попробовать определить направление дальнейших исследований. Это могут быть провалы железорудных шахт, следы от авиабомб времен Великой Отечественной войны, следы от старой войны 19 века, в которой были уничтожены города Бедела и Дедилов, следы от уничтожения шахт, после чего провалились шахты, а также остались следы от воронок. То есть на этом месте мы видим одновременно и воронки, и следы от провалившихся шахт. Если это следы от провалов железорудных шахт, можно сделать анализ воды в воронках. Если окажется, что в воде повышенное содержание железа, то, возможно, эти следы остались от провала шахт. Анализ воды стоит минимум 1000 рублей. Тут нужно провести хотя бы 10 анализов. Если у вас, либо у ваших знакомых есть лаборатория, и вы готовы сделать анализы бесплатно, контакты в описании под видео. Если это следы времен Великой Отечественной войны,
Пишите, кто специалисты, было ли у немцев такое вооружение и применялось ли это вооружение на данном театре военных действий. Может быть, у кого-то есть доступ к архивам, буду рад помощи. В сухих воронках можно поискать металлоискателем осколки. Если это воронки от мощных авиабомб, то осколки должны были остаться. Если тут давно стояли города Бедело и Дедилов, и их уничтожили тяжелым вооружением, то можно попробовать поискать следы этих городов, остатки зданий и сооружений. Наверное, нужно копнуть, но что именно и где копнуть, нужно подумать. Если есть идеи, пишите свои мысли в комментариях. Если развить идею стоящих здесь городов, то после бомбардировки часть жителей переехали на новое место, рядом с рекой, где сейчас и находится село, а другая часть жителей переехала в совершенно другой населенный пункт – Дедиловские выселки, находящиеся за десятки километров от этого места. Обращать на себя внимание количество воронок, их размеры, а также то, что они почти все идеально круглые. Удивляет также плотность воронок, больше 100 на участке длиной всего 4 километра. Кстати, воронки также можно встретить и на других участках, но там их значительно меньше. Эти воронки напоминают взрывы 1991 и 1992 года в Сасово Рязанской области. Прогремевший в 1991 году взрыв неизвестной природы оставил воронку диаметром 28 метров и глубиной 3,5 метра. Мощность взрыва оценили в 30 тонн тротилового эквивалента. Я могу выдвинуть гипотезу, что это сработал заряд, который не взорвался сразу и пролежал в земле со времен войны 19 века. Подробнее об этом инциденте смотрите и читайте по ссылкам в описании под видео. Воронка, которую я вам показывал, имеет диаметр 64 метра и глубину примерно 8-9 метров. Значит, там взорвался заряд минимум в 2 раза больший. То есть, чтобы оставить воронку такого размера, как на видео, нужно было взорвать минимум 60 тонн тротила. А там таких воронок примерно 100 штук. Чтобы оставить столько воронок, нужно было взорвать около 6000 тонн взрывчатки. И это на участке длиной всего 4 километра. Еще лично меня смущают также круглые следы. Там нет воронок, эти образования плоские, но по краям их имеется бруствер высотой несколько метров. Эти образования хорошо видно со спутника. Что именно здесь произошло, сказать сложно. Но в результате чего-то город Бедело исчез с лица земли. Крупный город Дедилов, столица Вятичей, который отмечали на картах, превратился в небольшое село. Что думаете вы насчет этих следов? Напишите в комментариях. А на этом все. До новых встреч. Пока.